зовут Джиниш, фамилия Караев. Ну, и я родился в Киргизии. В 90-м году приехал в Запорожье. В Запорожье 25 лет работал тренером, преподавателем. И из них 10 лет проработал директором школы, детской юношеской спортивной школы. И одновременно тренером. Ну, и много готовил спортсменов. Конечно, ездили мы, много чемпионов, много черных поясов, ну и так далее. Конечно, когда Канада и Украина это совсем разные культуры, и города, и положения, ну, во всем разное. Ну, конечно, когда первый раз приехали, было намного сложно, не смогли, даже обычным вот к домам не смогли привыкнуть, обычным улицам, домам, общение с людьми было настолько разнообразно, ну, разное, что было очень трудно, конечно. И одновременно, что мы выехали из страны, оставили все, планы наши, там, будущее. У меня были планы, что мы поедем с спортсменами там в эту страну, там на чемпионат Украины, потом Европа и так далее, и так далее. И все она одновременно поменялось, из-за этого было это все сложно. Моей жены двоюродная сестра, а у нее муж, ну, получается, канадец, он коренной канадец. Вот они приняли нас, в Саскатуне у него свой дом, и приняли, мы жили у них в доме. И, ну, скажем, настолько такие добрые люди, что они даже от нас не требовали на питание, ни денег, ничего, просто кормили, потом их незнакомые там давали одежду там, и так далее, всякое. И потом, когда мы познакомились, украинская диаспора здесь очень сильная, очень хорошая диаспора здесь. Жалко, что здесь был такой типа магазин, как склад, Баба's Closet называлась, и там все было бесплатно для украинцев. И там мы себе как бы, у нас не было ни ложек, ни вилок, ничего, то есть, ну, в общем, ничего для детей. И все мы приобретали оттуда. Ну, там бесплатно просто выдавали. Ну и, конечно, от государства мы получили, ну, первую помощь получили. И на этом, ну, как бы, себе, ну, как бы покупали какие-то вещи зимние, весенние вещи. Конечно, когда я приехал, первые у меня были мысли, так как я профессионально работал в Украине тренером, преподавателем, я тренером высшей категории, и сразу же хотел, ну, продолжить свою работу. И здесь, в Канаде, скажем, украинской диаспоре, и обратился к украинской диаспоре, они мне, ну, как бы помогли. Вначале такой небольшой зал, украинский как бы дом, и там музыканты, и в этом помещении дали, и я набрал украинских детей, абсолютно все украинские. Ну, до сих пор, вот год проходит, до сих пор те же дети занимаются, те же и взрослые дети ходят, занимаются, уже как бы, уже некоторые уже целый год. В основном, конечно, дети, в основном все недавно прибывшие. Но есть, конечно, некоторые тоже украинцы, которые здесь родились в Канаде, в основном новые, то есть прибывшие. И они успешно тренируются. Есть, конечно, такие я уже вижу, дети успешные. И успешных детей я вижу, какие успешные. Но пока еще мы как бы не зарегистрировались как федерацию, или Саскачеванскую, или всю канадскую. То есть, я думаю, что когда все оформится, когда все получится, ну, этих детей обязательно выведу на чемпионат Канады. То есть
думаю, что в этом году, может, в следующем году обязательно я выведу на чемпионат вот этих детей наших, даже кто родился, в общем, украинцев, которые живут в Саскатуне. Да, конечно, я прошлого года, мы записывались на английские курсы, скажем, для украинцев бесплатные в школе. Мы ходили, я и моя жена вместе ходили, она до сих пор продолжает. А я, конечно, я сейчас не хожу, потому что я устроился на работу еще дополнительно. У меня 8-часовая работа с утра с 8 до 5, из-за этого у меня сейчас я не получается. Может быть, я записывался в онлайн-курсы, но времени не было там, места не было. И вроде бы они сказали, что перезвонят мне и буду продолжать онлайн-курс. Бывает, что праздники здесь по городу мы выходим, смотрим на праздники какие-то. В прошлом году, конечно, когда дети поехали в лагерь, мы ездили за 100, за 200 километров. Что меня удивило, что тут в Саскатуне на ровном месте где-то 200 километров есть соленое озеро. Вот это меня удивило, потому что откуда тут соленое озеро, непонятно. Называется мертвое море, наподобие такое есть. Удивительно. Чем-то она мне напоминает Саскатун, где-то Херсон, Запорожская область, такая равнина, то есть растут растения, что-то есть такое. Хотелось бы, конечно, здесь, как в Украине, чтобы у меня был свой большой спортзал, и я все дальше продолжил на соревнования. Это моя профессия, я в этом полжизни провел, и, скажем, думаю, что хотелось бы обосноваться, увидеть, скажем, Канаду не только Саскатун и Реджайн, увидеть Торонто, Онтарио, например, Бритиш Колумбию. Хотелось бы посмотреть, мы еще не видели, скажем честно, Канады, кроме Саскатуна.